Мы хотим, чтобы наши дети росли сильными, красивыми, прекрасными. Будут дети прекрасные, будет страна прекрасная. Поэтому мы за страну, мы за своих детей. Россия вперед! В День России 12 июня наш фонд совместно с Московым спортом и Юнармией провел благотворительный фестиваль детского спорта, который проходил в легендарном парке Горького на Пушкинской набережной. Праздник собрал вместе детей из различных спортшкол, фитнес-клубов и патриотических организаций. Впервые на фестивале прошел командный Кубок Москвы по спортивно-патриотической игре «Дети спорта». В новой захватывающей игре приняли участие дети из спортивных и кадетских школ Москвы и Московской области. Возраст участников от 6 до 16 лет. В 3 возрастных категориях – младший, средний и старший возраст. Борьба за кубки происходила в течение всего фестиваля. На станциях дети должны были доказать, кто из них быстрее, сообразительнее и сильнее, а также показать навыки оказания первой помощи и умению работать в команде. Ярким моментом фестиваля стали съемки новой серии благотворительного шоу «Дети спорта». Также для гостей фестиваля была представлена ярмарка будущих чемпионов, тестирование и экспертное выявление предрасположенности ребенка с дальнейшим определением в физкультурно-оздоровительные комплексы Москвы. Все желающие на фестивале попробовали выполнить физкультурно-спортивный комплекс ГТО «Готов к труду и обороне». В рамках фестиваля прошли бои по тайскому боксу. Участниками соревнований стали лучшие бойцы-юноши из Москвы и Московской области. Мы подошли к самому интересному — установлению всероссийского рекорда. И я хочу представить 20-кратного рекордсмена мира, 6-кратного рекордсмена России. Итак, друзья, наш гость с Верхней Пышмы Андрей Киселев! А сейчас мы узнаем, сможет ли Андрей побить свой же рекорд в упражнении спичак с результатом в 51 повторение, которое он установил год назад на телешоу Первого канала «Лучше всех». Ничего не бойся, будь смелей. Спорт начинается. Всем привет! Меня зовут Алина Агеева, я психолог-консультант, а также являюсь профессиональной бальницей. Выиграла мир в прошлом году и сегодня буду брать интервью у молодых спортсменов. Сегодня с нами Андрей, он будет ставить рекорд на спичагах. Сейчас мы немного узнаем о нем, что это такое. И что вообще ты сегодня будешь тут делать? Настроен ли ты на победу? Я буду ставить сегодня рекорд по спичагам. Я делала на телепередаче 51 спичак, на лучше всех. Это был рекорд России. Скажи честно, ты волнуешься? Нет, я волнуюсь только немножко, да и то из-за того, что жарко будет. Трудно делать будет. А жара как тебе помешает? Именно внутренне по состоянию? Нет, просто жарко и неприятно. Хочется просто все кинуть и уйти куда-нибудь в тенек. А ты сам себя поддерживаешь? Вообще, вот когда на соревнования приходишь такие, ты говоришь себе добрые слова, мотивируешь себя? Или как вообще проходит твоя самоподготовка? Я просто себя мотивирую. Это может, конечно, показать немножко жестко показаться, другим. Но для меня это нормально. А я вначале себя ругаю, как-нибудь. Типа, ты ничего не сделаешь. Так мотивируюсь и делаю все. А пробовал с позитивным подкреплением себя работать или нет пока? Да, пробовал, но я так расслабляюсь. Когда мне другие говорят, что им позитивное, я еще делаю. А вот когда сам себе, то расслабляюсь. Я представляю человека, который будет фиксировать новый всероссийский рекорд. Главный редактор Книги рекордов России, основатель Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко. Ваши аплодисменты!
Сегодняшний рекорд Андрей Киселев устанавливал 2 года назад и установил с результатом 51 повторение на шоу «Лучше всех». И сегодня, уже в 10-летнем возрасте, Андрей попытается установить рекорд, которого в 10 лет еще ни разу никто не устанавливал. Рекорд наибольшего количества выходов спичагов на брусьев в России. И все вместе 5 крайних раз считаем. Поехали! 3. Все вместе 4. 5. 150 раз. Ваши аплодисменты, Андрей Киселев. Андрюша, остановись. Андрю. Все. Заканчивать? Папа сказал заканчивать. Все. Ваши аплодисменты, Андрей Киселев. Я бы еще мог сделать, но это бы очень долго было. А сколько бы ты еще сделал? А я сколько сделал? 150. Ну, 155 бы. Еще 155 или всего 155? Еще 155. То есть было бы 6. 306 человек. Быстро посчитал. Просто ваш аплодисмент, Андрей Киселев! Диплом рекордсмена Киселев Андрей. Летний фестиваль детского спорта. Спорт начинается с детей. Каждую свою тренировку начинаю с растяжки. Да, потому что мы сейчас будем много прыгать. Все желающие участвовали в мастер-классе от олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. Легко и непринужденно для всех возрастов мастер-класс перешел в награждение амбассадоров фонда из рук кумира последующей фотосессии для всех желающих. В шоу-программе фестиваля приняли участие наши друзья, абитуриенты и выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Михаила Николаевича Румянцева, известного карандаша. Запомнились зрителям ярким выступлением участники Российского детского театра студии «Непоседы». Друзья, я приглашаю бойца из красного угла, амбассадор «Дети спорта». Из 15 поединков он победил во всех 15. Артем Мини-Канело Жуков! Сегодня с нами Артем, ему 10 лет, и в прошлом году он завоевал чемпионский пояс по ВФЛ. Расскажи, сложно ли вообще далось завоевать такой крутой пояс? Да, надо было сделать 7 побед без поражений, чтобы завоевать этот пояс. До этого сколько у тебя было побед? Все. Расскажи, как ты готовишься к соревнованиям? Как тебя родители поддерживают, тренеры поддерживают? Родители мотивируют, говорят, занимаются. Тренирует меня папа вообще. Тренируемся мы 7 дней в неделю. 2 дня я отдыхаю, суббота, воскресенье. Как ты к нему в зале относишься? Как к тренеру или все равно как к папе? Как к папе больше. Не мешает тебе заниматься с ним на полную? Да нет, не мешает. Ты дружишь вообще с соперниками? Один противник со мной дружит, и я с ним. Вот с кем я буду боксировать, вот я с ним не дружу. А ты не дружишь из-за чего? Не знаю, я просто его вызвал, правильно, просто все сказал. 12 июня бойся.
тебе не повезло. Нашел дети спорта и покажет, кто из нас лучше готов. И запомни, от болтовни слабеют руки. А он потом просто сказал то, что от болтовни слабеют руки, вот так. Я ему хочу отомстить за это. А какая эмоция у тебя движет тобой сегодня на победу? Злым быть. Да. Тебе помогает агрессия в боксе? Ну, если я злюсь, прям показываю это, то это не получается. Если я так злюсь при себе, ну, это получается. У тебя какие планы вообще на... Ну, стать олимпийским чемпионом и завоевать олимпийскую медаль, золото. Желаю тебе удачи сегодня. И я объявляю бойца из синего угла. Амбассадор «Дети спорта» Тимур Баев, Призрак Бой! Сегодня с нами Марк. Он профессионально занимается боксом, ему скоро 11 лет. И сейчас мы немного подробнее узнаем про внутрянку всех процессов боксера. Расскажи, вот ты сегодня будешь выступать, правильно? Да. Как ты себя настраивал? Я настраиваюсь так, что не надо бояться ничего, и надо проходить через страх и как-нибудь расслабляться, чтобы не было так боязни, и не думать об этом. А у тебя на ринге чаще всего какие бывают проблемы? Именно из-за страха внутреннего? Перед публикой выступать так страшно очень. А тренеры и родители как тебя поддерживают? Говорят, чтобы всегда быть уверенным в себе, не бояться и слушать обязательно тренера. И если будешь слушать тренера, то у тебя все получится и ты выиграешь. Тренер меня поддерживает, говорит, что все будет хорошо и рассказывает, что надо делать и когда. Ты уже смелый или ты пока встаешь на эту тропу смелости? Я считаю, что я пока что стою на тропу смелости. Иногда надо проходить через страх. И только через это ты добиваешься своего успеха. Там, где страх, там зона роста. Готов сейчас немножечко пройти через страх? А можешь встать, расставить вот так широко руки, посмотреть наверх и сказать: «Я чемпион!» А еще громче, еще громче. Чемпион! Я чемпион! Молодец! Вот это было круто. Действительно чемпион. Огромной тебе удачи. Ты крутой, смелый. Ты будешь чемпионом. Рефери сегодняшнего поединка Андрей Романов. Жюри сегодняшнего поединка народный артист Российской Федерации, кандидат в мастера спорта по боксу, многодетный отец, попечитель фонда «Спорт начинается с детей» Михаил Евгеньевич Пореченков. Заслуженный мастер спорта по боксу, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев! Спортсменам хочу пожелать удачи. Ждем красивый бокс. Самое главное, без травм. Заслуженный мастер спорта по боевому самбо, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский! Я очень рад всех видеть на таком потрясающем, мощном спортивном мероприятии. Я хочу поздравить всех с сегодняшним праздником, с Днем России, пожелать всем всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, бойцам провести хороший бой, показать все свои лучшие качества. И пусть победит сильнейший, а тот, кто не победит, ни в коем случае не расстраивается и вернется обязательно сильнее. Всем удачи! Итак, мы приглашаем бойцов на середину ринга. Друзья, сегодня с нами комментатор Первого канала, замечательный семьянин, что важно отметить, Александр Садоков. Всем привет! Что, поехали? Классный бой нас ожидает. Ничего себе, сколько зрителей здесь собралось в парке Горького. А мы говорим, что бокс не популярный вид спорта. Еще какой популярный, посмотрите. Маленькие спортсмены. Но какой ажиотаж вызвал их поединок. Я так понимаю, что бой раскручивался, да? Ребята даже
заранее говорили друг другу, вызовы какие-то кидали, это было интересно, конечно. Бой начался сразу без разведки. 3 раунда по 1,5 минуты. 3 раунда. И некогда, собственно, разведывать, надо сразу показывать. Так, ну я смотрю, что здесь есть разница в антропометрии, хотя ребята одного возраста, да. Мини-Канело, ну, оправдывает свое прозвище, очень жестко сразу с первых секунд навязывает свой темп. Артем Жуков, да, прозвище Мини-Канело, пошел вперед, но Марк не уступает, он чуть постарше, Марк, а год в этом возрасте уже чувствуется очень сильно. Поэтому первый раунд поджимает, Марк перехватывает инициативу. Ну, видно, что Марк повыше, и ручки свои, надо сказать, использует очень здорово. Канело после такого спурта чуть взял паузу, видно, надо подышать, посмотреть. Сменил стойку на левшу. То есть начал с правши. Я, кстати, смотрел небольшие ролики перед этим боем, как ребята готовились. И мне Канело на лапах очень понравился. Такой плотный, жестко бьющий. Да, Артему Жукову тренирует его папа. Тренируются они уже с самого раннего, я так понимаю, детства, так как мне уже 18 боев. Да. Ну и, конечно, мечта у него стать олимпийским чемпионом, как у любого бойца молодого, да. И вот хорошо, что есть пример у него. Тот человек, который жюри сейчас у нас, Альберт Батыргазиев, наблюдает за этим боем. Ну, мы ждем второй раунд, ребята слушают советы своего тренерского состава. Да, вот здесь папа жесткие внушения дает. Лев показывает нам, что второй раунд, и бой начался. Как полетел вперед. Видно, Марку сказали, накачал. Хороший сайд-степ был и подхватил. 11 лет ребятам, кому-то даже еще не исполнилось 11. Большая психологическая нагрузка происходит. Ребята при публике большой, они выходят как настоящие профессионалы. Мы это видели под музыку, face-to-face у них, как у взрослых. Ну, второй раунд уже ребята спортанули так, что, по-моему, они уже подустали во втором раунде. Да, видно, что обоих накачали в углу, каждый вышел с желанием переламывать бой, потому что первый раунд ровненький, один начал хорошо, потом второй все вернулся, что получил. Но здесь то же самое, Марк полетел вперед, переждал немного его стартовый натиск соперник, Мини-Канело, как мне нравится это прозвище. Да, ну и сейчас Мини-Канело уже начинает развивать свои атаки, мы видим. На дистанцию Марк отошел. Мне нравится, как Марк сайд-степы делает. В этом возрасте не все владеют этим приемом. Очень сложным, и координационным, да. И таймингом нужно хорошим обладать, чтобы вовремя это делать. О, жюри очень довольны, болеют за наших ребят. Делай, я повтор атаки попросил делать. Устал? А? Надо потерпеть чуть, надо поработать. Третий раунд. Бойцы слушают своих тренерский состав. То есть, конечно же, здесь психологический фактор играет большую роль. И у нас третий раунд. Ну, я вспоминаю себя в детстве, не знаю, что со мной происходило. Окажись, вот в таких условиях олимпийский чемпион, Пореченков, Василевский рядом. Куча народу смотрит в парке Горького. Я не знаю, смог бы я вообще руку поднять в такой обстановке. Но ребята красавцы, действительно. Настоящие чемпионы. Сейчас после такой проверки мы надеемся, наша задача, чтобы они попали в сборную России, в сборную страны. Наш фонд помогает детям как раз вот в том, чтобы довести до сборной страны наших будущих чемпионов. Как третий раунд в боевых атаках, очень тяжело, конечно, будет жюри. Ну, мне работа Марка тоже очень нравится. Я смотрю, что зрело ведет поединок. С головой не просто сыпет ударами, понимает, зачем и для чего он это делает, но и Мини-Канело тоже хорош, здесь тоже закрутил он сейчас, здорово. Ну, Мини-Канело больше силовой бокс пропагандирует, но это было понятно, наверное, сразу, именно вкладывается в удары и бьет пожестче, я думаю.
Но Марк не отступает, конечно, тоже прям, как говорится, костьми легли ребята, нашла коса на камень. Да, рубятся по-настоящему, по-мужски. Эмоции у тренерского состава. Много друзей пришло поддержать. Ну, очень близкий поединок. Я не знаю, честно говоря, как отдавать кому-то победу из ребят в таком бою. Поединок закончен, и мы слушаем мнение Михаила Евгеньевича Пореченкова, попечителя фонда «Спорт начинается с детей». Большое спасибо, всех поздравляю с таким прекрасным боем, который мы только что увидели. Я думаю, что ребята показали всю красоту бокса. Это были и яростные атаки, и прекрасная защита, и мысль, которая появлялась как шахматы, и характер, который они проявляли. Но вот теперь самое трудное решение, потому что первый раунд мы отдали я отдал одному спортсмену, а второй раунд другому, и третий раунд с минимальным преимуществом я отдаю в красный угол. Голос Жажукова Артема, красный угол! И мы хотим услышать мнение второго жюри нашего сегодняшнего поединка. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев! Приветствую всех. Хочу в первую очередь поблагодарить спортсменов. Спасибо за красивый бокс. Вы большие молодцы. Первый раунд был за Артемом, так как он очень хорошо уходил и отрабатывал контратаку. И первый раунд был за ним. Второй раунд был за Марком. А третий раунд очень сложно мне было отдать, потому что он был очень близким. И свой голос я отдаю Марку. Синий угол, интрига! Ваши аплодисменты! Альберт Батыргазиев отдает голос Марку. Мнение третьего члена нашего жюри, заслуженного мастера спорта по боевому самбо, шестикратного чемпиона мира по боевому самбо Вячеслава Василевского. Я хочу сказать сразу большое спасибо нашему многоуважаемому жюри за то, что они поставили меня в такое просто невероятное положение, что я сейчас должен принять решение один, кто победит. Ребят, прежде чем я его скажу, я на самом деле уже его принял, прежде чем я его скажу, вы оба сегодня показали отличный бокс. Самое главное, вы показали характер. Натренировать можно все, технику, скорость, мышление, все что угодно, но если характера нет, то боксера не получится. У вас характер есть, у обоих. Если бы у меня была такая возможность, я бы отдал вам победу обоим. Но с минимальным преимуществом я отдаю свой голос и победу. Итак, друзья! Красный угол Артему. Ваши аплодисменты! Марк, ты красавчик! Это был очень хороший бой. Ты чё, молодец? Все бывает, брат, все нормально. Марк, ты красавец. Как тебе бой? Ты знал, что ты выиграл вообще или нет? Знал, конечно. Я всегда в себе верю, в себя. Ваши аплодисменты, Артем Жуков. Поблагодарить хотел бы кого-нибудь? Да, хотел бы поблагодарить, во-первых, своего папу, потому что он привел меня в этот спорт. Марк, еще раз крикните, пожалуйста. Я слышал, Марк, ты молодец, были крики, да. Твое мнение, ты выиграл или проиграл бой? Я думаю, что выиграл, но последний раунд я слишком расслабился и проиграл. Ты уже сделал выводы, что в следующий раз ты последний раунд выиграешь? Да. Ты готов к матчу-реваншу? Да, я готов. Готовиться будешь? Да. По итогам спортивно-патриотической игры «Дети спорта» были награждены призеры и чемпионы Кубка Москвы. Если мы поможем хоть одному ребенку стать чемпионом в жизни и в спорте, то мы уже победили. И делаем это все не зря. Фонд «Спорт начинается с детей» выражает огромную благодарность своим постоянным партнерам и друзьям за поддержку. Вместе мы сила!